где начинался с того, что мы не знали, что мы будем делать целый день. В итоге, что с нами приключилось? По порядку. Сначала мы оставили вещи в магазине, не посмотрев, до скольки он работает. Но мы успели их забрать. Потом... Кто вспомнил? Таня, молодец, да. Потом мы пошли в аэропорт, который оказался закрытым. И нам пришлось ночевать в Макдональдсе. Ночевать, сидеть. Ну да, сидеть. Мы не спали уже почти сутки. Спали. Третий случай, это мы решили с нашей компаньонки, которую мы встретим только в третьей стране. Так что все, мы пытаем удачу второй раз и идем снова в аэропорт. Это же заяц. Нам не приснилось. Дайте. Это собака. Наконец-то нас спустили в аэропорт. Мы скоро полетим на этой пташке. Hi people, меня зовут Лиза, это проект Backpack, второй эпизод, Берлин. Поехали! Пару слов о компании, на которой мы летали. Ryanair. Это ирландская бюджетная компания, представляющая дешевые самолеты, летающие по Европе. Одна из самых крупных. Цены низкие. Самолеты Боинги отличные. Взлеты и посадки мягкие. Но есть одно но. Когда вы покупаете билет, то вы можете пронести с собой в багаж только маленькую дамскую сумочку, что очень мало. Чтобы взять рюкзаки, хотя бы, как у нас, нужно доплатить как минимум 400 рублей. Поэтому обязательно читайте правила провозки багажа. Да, немецкое метро красотой не отличается. Добравшись до Берлина, мы поехали к Таниной подруге Насте, которая живет в одном из районов Берлина, недалеко от аэропорта Тегеля, в уютном маленьком домике летнем. Мы добирались до нее сначала на автобусе, а потом на метро. Билеты вы можете приобрести прямо в аэропорту, вот в таких вот автоматах. Мы прилетели в аэропорт Schönefeld, а он относится к зоне C, то есть дальше от центра. Всего 3 зоны A, B, C. То нам пришлось покупать билет подороже. Одноразовый билет на любой транспорт стоит 3,40 евро. Мы брали проездной билет на весь день за 7,70. Германия, сколько мусора! О, какие розы растут! Да, обалдеть. Лоукостеры обычно прилетают в аэропорт Schönefeld. Мы тоже в него прилетели. Оттуда у вас есть 3 способа добраться до центра. Первый – автобус. Номер 171 вас всегда выручит, или ночной 7. Второй – поезд. Третий – на городской электричке S9, которая работает круглосуточно. Или S45, которая работает до часу ночи. Но вы также можете прилететь в аэропорт Тегель. Добраться оттуда в центр можно только на автобусе. Вам подойдет 3 маршрута. X9, он идет до зоологического сада. Номер 128, на нем можно доехать до метро. И номер 109, он тоже идет до зоологического сада. Вот это полная дичь. Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight that looking. Все снесено было, и вот на одной из этих наш солдат стоял с флагом российским. Одна из главных достопримечательностей – это Рейхстаг, что в переводе означает «здание государственного собрания». Первое, что приходит на ум при упоминании Рейхстага – самые кровопролитные за всю историю человечества войны, имя тирана Адольфа Гитлера и алое знамя, развивающееся над зданием в конце апреля 1945 года.
как символ победы над фашистской Германией. И сейчас там проходит заседание Бундестага, то есть правительства Германии. Ну и куда же без Бранденбургских ворот? Они были построены по приказу немецкого короля Фридриха Вильгельма II в 1791 году. Куча туристов, фотографирующие ворота. За образец были взяты парадные ворота Афинского Акрополя. Их высота более 25 метров. По первоначальной задумке они должны были стать символом мира, отсюда и второе название – Врата мира. Согласно этой концепции, главным украшением ворот является бронзовая фигура древнегреческой богини мира Ирены, едущей на античной колеснице, запряженной 4 лошадьми. Эта скульптурная композиция так пришлась по душе Наполеону Бонапарту, что после завоевания Берлина в 1806 году он увез ее с собой в Париж, но через 8 лет она была отвоевана и заняла свое прежнее место. Правда, с тех пор в руках вместо оливковой ветви она держит крест и именуется богиней Победы Викторией. Мы также увидели один из старейших университетов Берлина. Это университет Гумбольдта. Рядом с университетом находится очень красивая площадь Бибельплац, но она очень печально известна среди всех жителей города, потому что в 1933 году здесь были сожжены 20 тысяч книг, которые были признаны антинемецкими. Среди них были и Томас Манн, и Фрейд, и Маркс, и другие. На Бибельплац расположена знаменитая церковь Святой Едвиги, чей огромный зеленый купол считается одним из негласных символов Берлина, и здание оперного театра XVIII века, восстановленного после войны. На западной стороне площади находится старая библиотека. Du bist anders, du hörst mir nicht zu. Du willst hier neu kandet, ruhig sein, nicht so gut wie du. Берлин — это совмещение несовместимого. Например, старых зданий и новых, как в Питере. Пластиковых окон и деревянных рам, какой-то геометрии непонятной, рисунков на стене старых красивых зданий, не на стене, на потолках. Это противоречивый город. Классный. Площадь Жандарменмаркт, что в переводе «жандармский рынок», была создана в конце 17 века. На севере находится французский собор. Он предназначался для французской общины. На юге – немецкий собор для лютеран. Und es tut weh, dass wir gleich wieder gehen. Und es tut weh, dass man sich nur sieht, weil bei mir noch so viel Zeug von dir rumliegt, das ich nicht mehr ertrage. Ich halt dich nicht fest. Знаменитая берлинская телебашня появилась в 1969 году во время расцвета социалистических взглядов на жизнь, красоту и искусство. На момент постройки
По высоте она уступала только Останкинской башне в Москве и была на нее очень похожа. Высота башни 368 метров, шпиль 118 метров, а диаметр шара 32 метра. В центре мы наткнулись на памятник Марксу и Энгельсу. Рядом расположены бронзовые рельефы Маргарет Миддл, на которых изображены сцены, олицетворяющие жизнь в освобожденном обществе Германии. Недалеко от памятника стоят плоские четырехгранные столбы, на которых находятся фотографии, рассказывающие об истории труда. Ну и куда же без цен на продукты? Дело в том, что в Берлине нас кормила Настя, и мы с Таней особо не тратились на еду. Единственное, мы взяли сыра и хлеба в дорогу. Так, цены в Германии на фрукты. Там персики по 1,49, нектарины 1,39, абрикосы 2,99. Проблемка. Даже йогурт не взять. Естественно, мы дошли до Берлинского кафедрального собора, который жутко напоминает Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Это было все вранье, я в Питере. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Und eigentlich sind wir viel zu lang zusammen, um jetzt damit aufzuhören. После нашей пробежки по основным достопримечательностям Настя повела нас в Хагские дворы, где очень красиво. Это самый большой комплекс закрытых дворов в Европе. Всего их 8. И там расположены бары, кафе и живут просто обычные люди. Как тебе такой Берлин? I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. На Александр-Плац находится одна из главных достопримечательностей Берлина. Это Часы мира. Мы прилетели в Милан, чтобы встретить нашего третьего попутчика. Дело в том, что мы прилетели в разные аэропорты по ходу. На улице 30 на секунду. Фокальда. И километры за стеклом, и там, где ты, там и есть мой дом. Я знаю, и ты знаешь, что выбора нет, мы так живем. Да многого нет, но мы вдвоем. Потому что good. Я поела голубики. Yeah.